Здравствуйте, мои дорогие весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие карты вам сегодня выпадут и что интересного у вас произойдет. Я напомню тем из вас, кто еще не подписан на мой YouTube канал, подписаться можете в любой момент, даже сейчас, если вам видео понравится, если оно будет резонировать с вашей ситуацией. Также оставляйте ваши комментарии, ваши отзывы. Я буду очень и очень рада такой вашей активности, поэтому пишите, не стесняйтесь, всегда очень и очень признательна вам за такое проявление себя. Сегодня у нас колода Таро Иллюминатов. Надеюсь, вам она нравится, вам она подходит. Давайте приступим. Я достаю карты и поочередно, поэтапно, соответственно, разъясняю значение каждой из них. Из этого мы создаем картинку происходящего, картинку происходящего в начале месяца. Итак, первая карта, которая у вас выпадает, это карта «Влюбленные». Карта «Влюбленные». В данном случае в целом она занимает центральное какое-то для вас значение, то есть для вас важное значение занимают отношения, партнерство, какой-то важный выбор, который вы можете делать касаемо романтических или дружеских или деловых партнерских отношений. Но вам нужно быть очень осторожными, потому что то, что вы здесь решаете, затрагивает не только вас, а и вторую половинку, то есть или вашего партнера по работе. Также здесь может присутствовать и влияние третьих лиц, или на эти отношения, на какой-то выбор могут повлиять третьи лица, поэтому нужно действовать из своих соображений, из ваших моральных, этических принципов, когда вы принимаете какое-то решение, делаете какой-то выбор. То есть вы должны понять, действительно ли вы этого хотите, и действительно ли это ваше решение, или это чье-то внесенное в уши, какое-то решение, которое вы просто повторяете за ними. Тут же идет карта «Пятерка мечей», карта, которая показывает, что вы можете идти к цели любой ценой, не заботясь об ущербе и не думая об ущербе. Возможно, эта карта также показывает какого-то коварного человека, который настолько сильно хочет получить желаемое, что он не переживает о том, что может кому-то причинить ущерб, и поэтому просто добивается своего, как идти по головам на поле боя, как будто бы не переживая о мнении других людей. Но тут нужно разобраться, насколько эта цель оправдывает средства. Тем более тройка мечей здесь выпадает. Здесь может быть и какое-то расставание или разлука, эмоциональная боль или какое-то разочарование, которое здесь вы прошли. Может быть, вы почувствовали себя преданными со стороны второй половинки или вашего партнера, или кто-то просто преследовал свои желания и не обратил на вас внимания, и поэтому результатом стала эмоциональная боль, когда вам разбили сердце. И вы пытаетесь понять теперь, что с этим делать. Некоторые из вас должны принять решение, сделать выбор, как с этим быть, что дальше делать. И это решение, оно может быть для вас достаточно болезненным и таким достаточно сложным. То есть это выбор, который вы должны делать сердцем и постараться почувствовать и интуитивно понять, какое решение для вас будет лучшим. Давайте подумаем, что здесь еще есть. Еще пятерка кубков. Пятерка кубков тоже разочарование. Он так смотрит на эти кубки перевернутые, ему не нравится то, что здесь он видит, что он проживает, хотя и есть за его спиной еще двое кубков, которые стоят ровно, и скорее всего они полные. Но главное здесь энергетическая ваша карта, все-таки пятерка кубков, она символизирует горе, утрату, печаль, сожаление о чем-то, что что-то пошло не так, как вы себе запланировали. То есть содержимое этих чаш разлилось, исчезло. И вы на этом зациклены, вы об этом думаете. Несмотря на эти чаши, которые стоят за вашей спиной, вы должны быть благодарны за то, что у вас еще есть другие возможности, но вы почему-то сосредоточены на том, чего не было, что не получилось, что ушло, что вы упустили. И вы на этом прям сильно сосредоточены. Возможно, не стоит так сильно на этом зацикливаться. Нужно вынести уроки свои, отряхнуться, встать и начать двигаться дальше и быть благодарными за то, что у вас остаются еще эти кубки за вашей спиной, что они еще все-таки не перевернуты. То есть вам нужно не тратить много времени на это зацикливание на ситуации и оглядывание назад, несмотря на то, насколько больно вам было в прошлом. Итак, давайте посмотрим. На карта башня тоже, такой тандем здесь у вас. То есть какая-то болезненная ситуация для вас, разрушающая, неприятная, какая-то очень такая травмирующая.
шокирующее, не знаю, что-то, что вы воспринимаете как хаос в своей жизни, как молнию, которая разбивает этот ваш дом, ваши мечты, ваши планы, ваши какие-то, ваше видение жизни. То есть вот что-то совсем не так, как вы хотели, что-то идет крахом, вам это не нравится, и двойка жезлов, вы рассматриваете какие-то варианты, и думаете, как вам теперь с этим действовать, как поступить. Тоже двойка — это выбор, по сути. Принять решение, сделать выбор. И по тузу жезла ваша готовность принимать решение. И понимание, что в любом случае вам нужно это сделать, потому что башня — это события, которые здесь происходят неожиданно. Они очень значительные. А иногда они очень-очень глубоко вас задевают. Иногда по башне возникает очень много трудностей. И они чаще негативные, да, эти ситуации. То есть это трудности. И здесь какие-то перемены от вас требуются, какие-то изменения. Возможно, это башня и стала причиной, собственно, вот этих эмоций негативных, которые вы здесь проживаете. То есть кто-то вас подвел, кто-то предал, кто-то выбрал кого-то другого или поступил так, как вы не ожидали, как подножку вам поставили. Или вы знаете, что, может быть, знаете, как будто вы пытаетесь по этой башне внести существенные теперь изменения и начинать по-другому действовать, по другому пути идти. И да, кто-то из вас действительно проживает здесь сложный период утраты, предательства, может быть, неприятностей, но у вас есть возможность двигаться дальше. Вот они, эти кубки за вашей спиной, и вы рассматриваете эту возможность по двойке жезлов, и у вас есть такой выбор. Двойка и влюбленные — это все, что о выборе. И туз жезлов — начало нового, возможность реализовать свои силы и действовать, исходя из этих своих сил. И снова у нас мечи, еще и двойка снова. То есть опять как на распутье стоите. Вам приходится принять очень непростое решение, очень сложное решение, еще и с картой смерти. Вам вообще здесь так, что повезло в этом раскладе. В любом случае вам здесь нужно стараться не обращать внимания на свои эмоции, больше на факты, на какие-то практичные аспекты ситуации, постараться посмотреть вглубь себя, внутрь себя. И вы, сталкиваясь с этой необходимой выбора, вы делаете этот выбор. Да? Несмотря на то, что это решение очень непростое, оно может затронуть не только вас, а и других людей. И оно может означать, что у вас какие-то отношения не испортились, партнерские отношения, любовные, то есть что-то пошло не так, кто-то был неверен или изменил, или вот как-то нечестно с вами поступил, и вам нужно это прожить, с этим справиться, с этим ощущением, с этой болью, с этим предательством, может быть, простить, может быть, здесь вам нужно, чтобы остаться с этим человеком, да, принять эту ситуацию, а может быть, признать тот факт, что ваши пути расходятся, может быть, отпустить, потому что карта смерть. То есть вы в любом случае здесь как будто трансформируетесь. И как именно вы здесь трансформируетесь, это уже зависит от вас. То есть вы принимаете решение оставить это все, бросить и уйти, или все-таки постараться сохранить, оставить, но трансформировать свое отношение к этой ситуации или к этому человеку. Так, шестерка пентаклей, двойка пентаклей, здесь еще это принцесса кубков у вас, да, то есть здесь в целом можно также говорить о том, что возможно, здесь карта принцесса кубков, возможно, у вас возникает какое-то как предложение принцесса кубков или какая-то возможность, шанс, который вам дается, кто-то вам предлагает по шестерке пентаклей какую-то помощь. У вас опять-таки двойка, очень много двоек, есть выбор. Принять помощь или не принять помощь, согласиться или не согласиться, да. Вот она, пятерка мечей, это которая у вас есть. То есть здесь по пятерке мечей такое ощущение, что бы так вот неправильно для вас не пошло, что бы ни случилось в отношениях, допустим, да, какая-то тотальная перемена происходит, и здесь нужно вот на ситуацию совершенно по-другому посмотреть, что-то переосмыслить, трансформироваться, поменяться в этих отношениях, да, или в этой ситуации, которая у вас происходит. Может быть, поставить себе другие цели, по-другому начать смотреть на вещи в этих отношениях. Здесь же двойка пентаклей, шестерка пентаклей. Ну да, то есть, возможно, все-таки кто-то вам как предлагает помощь. Вот она, эта рыбка выскакивает из кубка, предлагается помощь, может быть, поддержку, может быть, это ваши близкие, которые вам предлагают поддержку, какое-то ободрение. Может быть, вы думаете, стоит ли мне простить этого человека, может быть, он просит прощения и просит шанса. И опять-таки вы как будто думаете, стоит этот шанс дать, простить кого-то.
или нет, стоит или не стоит, и взвешиваете эти варианты. Стоит ли давать шанс, потому что отношения уже такими крепкими не будут, как раньше. Что мне с этим делать, стоит или не стоит? То есть все равно взвешиваете, думаете об этом. И кто-то может здесь планировать сменить направление вообще там в работе, если у вас что-то касаемо работы или партнерских отношений здесь имеется в виду. То есть что-то вот поменять, все-таки карта смерть, изменить, поменять, потому что вас сильно обидел какой-то поступок или какое-то действие со стороны вот других людей. И вас это очень больно ранило, очень сильно задело и оставило очень серьезные шрамы на сердце, в душе, потому что тройка мечей, она все-таки о серьезной травматизации, о серьезных переживаниях, которые у вас здесь есть, и о чем-то действительно, ну, таком, знаете, непростом для вас, что вам тяжело прожить, тяжело принять. Поэтому здесь вы можете действительно от чего-то отказаться, вот от дальнейших каких-то, от дальнейших, не знаю, отношений с таким человеком, возможно, так. Даже не знаю, если вы уходите с какой-то работы, да, может быть, здесь негативно реагируют и другие люди, и воспринимают это плохо. Может быть так, то есть вы уходите, оставляете позади, вам не нравится, что вас не уважают, не ценят на работе, или что вы не реализуете свои планы, то, что вы хотели, тоже может быть как разрушение для вас, да и для других людей тоже. Они воспринимают это как своего рода предательство, что вы уходите. Может быть и такой момент, поэтому здесь такая карта может иметь место быть. Давайте еще посмотрим. Но в любом случае вы как будто принимаете решение двигаться дальше. Даже если вы отворачиваетесь от чего-то, уходите, меняете свое отношение, потому что что-то потеряло смысл, что вы ожидали, чего вы хотели, да, вы оставляете это позади и двигаетесь дальше, двигаетесь вперед, потому что у вас есть цель быть счастливыми. У вас есть цель, и вы готовы за нее бороться. Вы готовы достигать, готовы преодолевать препятствия, готовы открывать какие-то закрытые двери. Да? То есть в любом случае, несмотря на вот эти трудности, несмотря на какую-то боль, которую вам причинили другие люди, или какую-то неудачу на работе, вы считаете, ну все, это была последняя капля, я ухожу с этой работы, или я там расстаюсь с этим человеком, ухожу, потому что я заслуживаю на счастье, заслуживаю на какой-то лучший для себя вариант или лучшие отношения, лучшего партнера. Поэтому в любом случае перспектива в дальнейшем хорошая, но достаточно тяжелая. Может быть, начало месяца января. Уж простите, что такой расклад получился, но какой есть. Тем не менее, рассчитываю на то, что все-таки вы оставите свой комментарий, оставите свой отзыв, напишите, насколько это видео вам подходит, насколько оно перекликается с вашей ситуацией, хотя бы в общих чертах. Если не хотите описывать свою ситуацию, стесняетесь, просто напишите, подходит или не подходит, я тоже буду понимать. Итак, на этом я прощаюсь с вами, желаю всего самого наилучшего. Вы справитесь с любыми проблемами, я уверена, абсолютно точно в этом на все 100%. До скорого!